Всем привет! С вами канал Геральдика и Вексилология. Сегодня свой обзор я посвящаю флагу Китая. Если говорить про флаг Китая, называющийся пятизвездочным красным флагом, то его разработал Цзэн Ляньцун, который был китайским экономистом и, что самое интересное, актером. А еще он был жителем провинции Чжэцзян. Официальное утверждение данного флага произошло в 1949 году, и это сделал Народный политический консультативный совет. Итак, в качестве основной расцветки данного флага используется красный. Левый угол вверху занят пятиконечной золотой звездочкой, которая обрамлена дугой, состоящий из 4 небольших звездочек. Большая звезда является олицетворением лидерства партии коммунистов. Что касается того, как могут толковаться 4 небольших звездочки, то точной трактовки не существует. Сами китайцы иногда ассоциируют эти знаки с 4 классами. Кроме традиционных для коммунистов пролетариата и крестьянства, это армия вместе с интеллигенцией. Впрочем, если вспоминать слова Мао Цзэдуна, то он характеризовал 4 класса, как рабочий, крестьян, мелкую буржуазию из города, а также национальную буржуазию, которой руководит рабочий класс. Еще одним объяснением 4 звездочек могут быть 4 китайских района. Общеизвестно, что красная расцветка считается цветом революции. Кстати, не лишним будет упомянуть, что именно китайцы первыми придумали тот же порох, печатание книжек, компас и другие вещи, считающиеся сегодня полезными и необходимыми. Получается также так, что именно китайцы стали первыми, кто начал применять флаги. Известно, наверняка, что уже в 100 году до нашей эры жители Китая уже пользовались своим флагом. Позже они изготавливали флаги из такой ткани, как шелк. А ведь о ней ничего не было известно в европейских странах. Это издавна отличало китайские флаги от других, которые, например, использовались в Римской империи, и был изготовлено из тяжелых тканей. Однако вплоть до 18 столетия Китай не имел единый флаг. После середины 19 столетия флаг Китая был желтым, а на нем были изображены солнце с драконом. Кстати, сначала форма флага была треугольной, и только впоследствии стала прямоугольной. Нынешний коммунистический стяг был учрежден в конце 40-х после победы социалистической китайской революции. Интересно, что показатели длины флага в 1,5 раза превосходят показатели ширины. Также необходимо отметить, что города и провинции Китая не могут иметь собственные флаги согласно правительственным постановлениям. Единственное исключение сделано для специальных административных районов Гонконг и Макао. Несмотря на это, по меньшей мере 2 города установили свои флаги после принятия этого закона. Эти города, Кайфын и Шэньчжай, установили свои флаги в марте 2006 года и в марте 2009 года, соответственно. Можно предположить, что этот закон либо отменен, либо не исполняется. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!